Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. И сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Lesta Games. Сегодня у нас на обзоре прем танк 8-го левела, американский, средний Т-42, вот такой вот бутузик, красавчик, чем-то бульдог, кстати, напоминает. Вот, и прежде чем продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео, подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами отправляемся в изучение Т-42. Погнали! Итак, господа, коллижная модель нашего Т-42. Ну и погнали. Начнем с корпуса. У нас огромная НЛД. В приведенке 101. Вот эти углы 102 там в районе. Эти по 115, 120. ВЛД уже неплохое. 170 до 180. Верхняя часть у нас рикошетная. В приведенке разные там показать. Ну вот люк мехвода, кстати, 105. Ну вот здесь уже рикошета. Будет стрелять в люк, попадете сюда. По башне у нас небольшая маска орудия, 218, неплохо, сойдет. 500, вообще хорошо. Здесь у нас 242. Ну, маска вот здесь вокруг маски башни неплохо все защищено. Опять же, как для СТшки 8-го левела, 221. Слушайте, ну маска у него прям, как для СТшки, очень достойная маска. Он будет много чего отбивать. Есть лючок, понятно, 78. Но он расположен в задней части башни, и он очень низкий. Закинуть туда будет трудновато. Боковое бронирование 76. И опять же, как для среднего танка 8-го левела, это очень хорошо. То есть танк достаточно годно танкует от борта. Вот такое вот бронирование. Касаемо орудия. Пушечка у нас здесь 8-го левела. 90 миллиметровка. Вот, с альфой в 280. Пробитие на основном 190, на голде 268, что очень знатно. Заряжается пушка 9 секунд, грубо говоря. Вот, 1846 ДПМ. Очень хорошая точность 0.33 и комфортное время сведения в 2 секунды. По полевой модернизации. Во втором блоке качаем легкосплавные узлы крепления. В четвертом блоке плавающий прицел. В пятом блоке антибликовую маскировку фар. Вторым слотом в шестом блоке берем на разведку. По оборудованию ставим турбину, ставим просветленную оптику и ставим досол. По снарядам, основной у нас снаряд бронебойный летит 814 метров в секунду. Голда у нас 1410 летит. Просто уникальная скорость полета снаряда. Фугас летит 732 метра в секунду. По снаряжению, ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. У нас 4 члена экипажа. Перки наблюдаете перед собой в таблице. По огневой мощи в целом, какие плюсы и минусы. У нас быстрый, очень быстрый голдовый снаряд. И это очень круто. У нас есть УВН минус 10. А мы помним, да, броню в башне. И как для СТшки перестреливать с СТшками. Очень, в принципе, знатно иметь такие УВН, и мы будем много чего рикошетить. У нас комфортное время сведения, хорошая точность. Короче, по пушке вопросов, в принципе, нету. По количеству ХП стандартный параметр 1350. По мобильности при такой сборке на турбине мы вперед едем аж 56,5 в цифрах. Вот здесь очень внимательно. 23 назад у нас уделка как бы 16 лошадей на тонну, что по идее говорит о том, что танк максималку должен очень быстро набирать. Но здесь нас ждет сюрприз, поскольку на этом танке я успел уже покатать. Максимальную скорость нормально, вернее не нормально, максимальную скорость он вполне набирает там где-то в районе 45-43. И даже эти 45-43 он набирает очень медленно. Странность, очень большая странность в том, что цифры говорят одно, а по факту мы имеем другое. Возможно, дело в гусеницах. Видите, зацепов нету. Танк буксует постоянно. Возможно. Не знаю, у меня логически только мысли на это сводятся. Танк реально не едет, ребята. Ну просто от слова совсем. По незаметности, перк незаметности у нас у некоторых еще не прокачан. Так. 23,3. Ну, где-то, наверное, до 28 можем раскачать. Сойдет. Вот. Обзор у нас, ребята, на просветленке 490 метров. И это хорошо. Все в этом танке, еще раз повторюсь, хорошо. Как для СТшки, и броня даже есть. Но у нас нет нормальной подвижности. Предлагаю уже отправляться в бой. Вот сами сейчас посмотрим, все вместе посмотрим, о чем я, собственно, глаголю.
погнали. Так, господа, обзор боем у нас. Т-42 американский средний прем-танк 8-го левела. Да. Вот такой вот бутузик. Сейчас я уже покатал на нем чуть-чуть. Сейчас я вам покажу его подвижность. Вы помните, да, в цифрах там, сколько километров в час. Как ЛТшка должен ездить, да? Сейчас вы поглядите, как эта ЛТшка ездит. Да. Подвижность не конек этой машины. Давайте Оп! покончим с этим. Все, поехали. Успеть вернуться с победой к 5 o'clock. Как бы Кобра тоже не супер подвижный, но я думаю, даже догнать не сможем. Ребят, 33 до сих пор. 34. Сможем ТС-5 перегнать? Ну-ка. ТС-5 перегнали. Да. Мы тяжи не можем догнать 3 топора. Вот такая подвижность у нас, ребят. Мне кажется, у него какие-то жуткие проблемы с прохождением по грунтам. Просто мега жуткие проблемы. Кузю перекрыл. Пробитие! Хорошо. Где Кузьмич? У нас что творится на левом фланге, вы поглядите. Проверь-ка. Есть пробитие. Можете бежать от меня, но вам не скрыться. Шесть 0, ребят. Боец у нас. Ох, он и злится сейчас, наверное. Что такое? Только царапнули. Все, ты успокоился? Красота. Мощь. Отличный выстрел. Отличный выбор. Вот так, отлично! На, получай.
С этим все. Броня не пробита. Не пробиваю его. Снаряд не пробил броню. -1. Так, ну, ребят, всех победили, почти 3К настреляли. Я прошу прощения, что молчал, но очень напряженно. Столько настреливать на этом танке. Не пробила. Я хотел не прыгнуть на хватило. него, ребят. Я В просто следующий раз хотел его будь раздавить. Но не получилось. Ладно, все равно у нас тут победа, я думаю. Давай, Самуа, въезжай. В поту просто 2900. Да, быстро пушка заряжается, но альфа маленькая. Тут что говорить даже. Ай-яй-яй-яй. Ребята, стоит ли эту машину убрать? Слушайте, ну 900 даже натанковал. Этот танк, как не смешно, иногда очень даже не слабо натанковывает, хотя это средний танк. Достаточно точное орудие, ДПМное. Ну, как СТ-шка, кстати, неплохая машина на самом-то деле. Но единственный ее самый жуткий минус, вот третье место мы заняли по урону. На самом деле, единственный жуткий минус. У нас есть УВН, у нас хорошее сведение. Ну, все хорошо, все в этом танке хорошо, за исключением вот этого. Мобильность. 56,5 вперед, 23 назад, 16 лошадей на тонну. Нету здесь такой мобильности. Правильно говорить, средняя скорость этого танка 35. И то, который 35 будет набирать там полжизни своей, да, чтобы доехать, там, разогнаться до 35. Короче, лютая хреновая подвижность. Вот чего-чего я не ожидал от этой машины, это такой всратой подвижности. Танк не едет. Я даже турбину поставил, я боюсь снять турбину. Я представляю, что без турбины он вообще, наверное, с места не сдвинется. Очень странная вещь, конечно. Но вот как-то так. По пятибалльной системе 3 с плюсом больше машина это не заслуживает. Почему 3 с плюсом? Потому что средний танк должен быть подвижным. Чего в этой машине нет от слова совсем. Ребята, у кого есть Т-42, попробуйте опровергнуть мои мысли. Пишите, какое вы используете оборудование. Как по мне, в целом бы все ничего, если бы не подвижность. Прожимайте лукасы, подписывайтесь на канал, а я вам говорю, до скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.